Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз гороскоп на 2024 год. События 2024 года. Как изменится моя жизнь? Давайте узнаем, что думают карты Таро. Позже я сделаю по 12 домам гороскопа, а сегодня мы посмотрим именно событийный ряд. Каково же ваше важное событие, по мнению карт, конечно. И 24 год – это год дракона по восточному или китайскому календарю. Дракон, он имеет свойство пойти как будто в одиночку на какое-то даже опасное дело, и тем не менее он выйдет победителем. Это первое. Второе, то, что он птица Феникс, он может возродиться из пепла. Считается так. И поэтому, наверное, дракон – знак небесного могущества и влияния. И как раз на этот год, если мы говорим птица Феникс, точно, мои дорогие, в вашем знаке зодиака как раз окажется Плутон. Он перейдет вплоть до 43-го года и пробудет там долго. И это и есть какая-то жизненная наша метаморфоза или реальные события, которые приводят к где-то непредсказуемым последствиям. То есть мы не можем сегодня предполагать, как будет изменяться мир, но уже, наверное, с 23-го года, с самого начала, с переходом Плутона, а в последующем Сатурн у нас ушел в рыбы в марте месяце. Сатурн – это тоже структура какая-то, это будет новая иерархия, может быть, система ценностей, кто знает, или вообще какой-то новый уклад, новый порядок. И нам придется принять то, что есть по факту, принять какую-то данность и отстроить наше место под солнцем буквально, наш какой-то надежный фарватер нашего прогресса на последующие долгие годы. Хотя, если соединить как энергию дракона где-то и Плутон, хотя соединить несоединимое невозможно, но очень символично, что вот этот високосный год дракона еще и совпадает с транзитом Плутона. Так вот, пришло время словно снести устаревшее и построить что-то совершенно заново. Пришло время возродиться, как птица Феникс. Время задавать вопросы будет для нас, для всех, куда я иду дальше, чего я в конечном итоге хочу достичь, какие цели я перед собой поставлю. Принимать решения, и в течение года мы не раз словно на развилке судьбы окажемся. И вот занять свою какую-то позицию, или назовите это нишей, фарватером, как угодно, для нас всех будет очень важно. Некоторые ситуации от нас потребуют силы воли, некоторые и мужества тоже. И Плутон в течение года будет нам словно навязывать что-то необратимое. Мы на это не влияем, мы не сможем изменить курс развития событий. И, надо сказать, Плутон, его мало интересует эмоции, поэтому для нас-то как раз с учетом года дракона – это год благоприятен для всех тех, которые сейчас один или одна. Встретить свою вторую половинку, обустроить свою личную жизнь. Это будет на последующий период, наверное, то наше место безопасности, надежности, комфорта и уюта, где мы будем себя чувствовать защищенными. Поэтому эмоции мы тоже где-то, если мы говорим про личную жизнь, мы их немножко через осознанность какую-то и выбор важный. Не просто как легкость сиюминутная. Нет, здесь мы будем более осмысленны в нашем выборе. Давайте узнаем, что думают карты. У нас 3 колоды сегодня. И мы зададим конкретные вопросы. И первый у нас будет колода золоченого Таро. Назовем, каково важное событие в 2024 году или чем запомнится мне этот год. Что новое войдет в мою жизнь? Может быть, новое событие? Или что начнется вообще? Какие неожиданные события меня ожидают? И на колоде Таро иллюминатов мы продолжим, и это будут радостные события. Каковы они будут, что меня порадует, что меня вдохновит, что возможности новые откроет.
Что мне будет помогать? А что мне может помешать? И у нас есть еще одна колода 78 дверей, но позже мы откроем карты и спросим, какие двери передо мной откроются в 2024 году или что я смогу осуществить. А сейчас давайте узнаем важное событие. Пятерка Пентаклей. Для кого-то это будет, практически решение финансовых вопросов, финансовой стабильности, безопасности, уход от какого-то минуса, если таковой у вас в жизни имеется, или увеличение моего дохода, а также по этой карте у нас проигрывается, может быть, какая-то ситуация из прошлого, когда мы не достигли взаимопонимания, то есть нехватка как финансовых ресурсов, так и недостаток взаимопонимания. Почему-то важное событие вот в преодолении вот этих двух компонентов или двух сторон нашей жизни, или двух каких-то, может быть, ситуаций в вашей жизни. Такое тоже может быть. Но, видимо, как вопросы финансов будут для вас актуальны, так и вопросы окружения. Для вас на самом деле будет важно окружить себя теми людьми, которые вас воспринимают таким, какой вы есть. Чтобы люди, пусть этих людей будет немного в вашей жизни, пусть их будет 1-2, но вы в них должны быть абсолютно уверены. Кто-то из вас личную жизнь пересмотрит, и вполне вероятно, у кого-то могут быть и браки, и встречи с новым человеком, это не исключено, но кто-то, если отношения уже дошли до какой-то черты и не сложились, и держатся только де юре, кто-то может окончательно завершить ваши отношения для того, чтобы в последующем создать, опять же, новые и быть счастливым. Давайте узнаем, что же новое войдет. По рыцарю кубков любовь войдет. По рыцарю кубков идут предложения. У кого-то это конкретное предложение руки и сердца. Или женитьба, может быть, это вы сделаете кому-то предложение. Это больше нам говорят о чувствах и о личной жизни. А вообще, что новое войдет, что-то, безусловно, что вы, пропустив через эмоции, останетесь довольны, или то, что вас вдохновит. Вдохновение, безусловно, у каждого происходит по-своему, но здесь что войдет в нашу жизнь нового? Радость сама по себе и какие-то новые возможности. Это может прийти буквально с каким-то предложением, а может быть, появится новый друг или какие-то другие возможности. Даже если мы перекладываем на профессиональную сферу, значит, какой-то прогрессивный рост у вас определенно будет. Вас будет больше что-то вдохновлять, нежели расстраивать. И как раз со всеми минусами вам захочется разобраться. Давайте узнаем, какие неожиданности могут быть. И у нас выпадает королева жезлов. Кто знает, встреча с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев или Стрелец. А также эта карта означает успех, работа, дела, бизнес и деньги, потому что королева жезлов наиболее удачлива в этой сфере. А также вы будете словно магнетизмом обладать, к вам будут люди обращаться, может быть, за советом. Много людей будет в вашем окружении, может быть, меняться. Какой-то поток это временами может напоминать. Это когда мы сами общаемся с людьми, и они нам рассказывают, может быть, о чем-то своем, делятся секретами, потому что королева жезлов умеет хранить секреты. Это тоже немаловажное значение по этой карте. И значит, нам это где-то будет помогать. Люди будут вам доверять. А вы, обладая какой-то информацией, которую вы услышите от людей, вы ее сможете себе словно переложить на пользу. Как раз королеву жезлов и отличает то, что она умеет эту как-то профильтровать информацию и часть из нее в какие-то реальности, в какую-то активность переложить и добиться того, чего она хочет. Радостное событие. Что же нас будет радовать? Действительно, какую-то проблему финансовую будет возможность однозначно решить. Если вы человек творческих профессий, у нас выпадает шестерка пентаклей, одна из лучших карт в колоду на деньги – и на то, что это карта меценатства, кто-то поддержит наш проект. Значит, будут и люди, которые могут поддержать не только финансово ваш проект. Это может карта говорить и о том, что какое-то ваше начинание, может быть, идея или то, что вы хотите осуществить.
Значит, при умелом взаимодействии с людьми, умелой работе с информацией, мы как можем найти нам помощников, так и тех людей, которые, ну, как будто за нами стоят. Покровитель, может быть, это и громко сказано, но тем не менее мы каким-то образом упрочить свои позиции сможем. И не только с позиции именно денег, но если меценат – это тот человек, который обладает в принципе какими-то возможностями. Поэтому своего рода какое-то плечо нам надежное кто-то может подставить или оказать какую-то услугу, может быть, в нашей протекции. Но в целом, если мы говорим по финансам, как будто будет для вас важным также. Деньги как бы приходят, но карта не подразумевает, что мы их тратим. Мы должны сохранять и значение этой карты. Помни, рука дающего завтра может превратиться в руку просящего, поэтому принимать мы как будто можем. Видимо, это нас радует. Тут могут быть и подарки, какие-то, знаете, сюрпризы приятные или стечение обстоятельств, когда возможность заработать деньги. Уйти вот от этого финансового недостатка вы определенно сумеете. Так и, может быть, если мы говорили про недопонимание, мы отстраиваем какой-то, ну, свой круг или социум свой, где мы находимся, и, значит, нас будут окружать те люди, от нас зависит, или от нашего взаимодействия с ними. Может быть, для вас и придется кого-то из врагов сделать друзьями, но для дела для вашего это будет больше плюс, нежели устраивать баталии, и вы пойдете на это, на такой шаг. Такое тоже может быть. Вам захочется в принципе стабильности, мои дорогие водолеи, и самое главное, по этой карте мы ее получаем, и это нас радует. Давайте посмотрим, а что нам будет помогать? Правда, 4 жезлов, праздник после победы, значит, как и финансовые вопросы мы решим по этой карте, проигрывается в этой колоде. Больше победы, вот как по королеве жезлов. Дела, работа, бизнес, получение новой должности или осуществление вашего проекта, может быть, осуществление переезда. Предполагается по этой карте рост и процветание, сам по себе прогресс уже какой-то. По этой карте идет гармония, мир, потому что, посмотрите, 4 жезла. С одной стороны, позиция якоря, надежности, 4 столпа. С другой стороны, как будто триумфальная арка, да, вот эти цветы, которые расположены на жезлах. Значит, это мы победители. И плюс еще и праздник. И на празднике как будто двое изображены. Когда у нас есть те люди, с которыми мы можем разделить какую-то радость, которые тоже за нас способны искренне порадоваться. Это может быть и как отдых от трудов, что мне помогает. Видимо, где-то правильно оценить свои силы, распределить режим труда и отдыха буквально вам будет помогать. Потому что режим какой-то может быть и как многозадачности. У королевы жезлов ей обычно скучать бывает некогда. У нее планов своих множество. Да и плюс события вокруг нее, они и так тоже происходят интенсивно. И конечный результат вас как будто обрадует. Так и прочувствовать себя уверенно. Это не просто на словах, а построить это в реальности. Давайте мы посмотрим, что нам может помешать. Правда, финансовая какая-то ваша история может кардинально измениться. Посмотрите, 6 пентаклей, главное, 9 кубков. Это карта, я ее называю эгоиста, потому что это когда у меня все есть. Когда, в принципе, у меня вот то, что мы называем благополучием, изобилием, процветанием, оно у меня в балансе. Но где-то, если мы говорим, что может помешать, когда мы можем успокоиться на достигнутом, когда где-то нам может показаться, что мне теперь уже никто не нужен. У кого-то может проиграться эта карта. Посмотрите, это ведь хоть и кубки, но здесь не про любовь. Здесь больше материализм идет такой, знаете, жесткий, но достаточно хорошего уровня. И человек нам изображен на темном фоне, он как будто один. Его радует, его не напрягает то, что он остался как бы в одиночестве, но вокруг него та обстановка, которую он хочет видеть. Вокруг него то богатство, которое он создавал. И вот теперь он достиг какой-то вершины, и он очень счастлив и доволен собой. Я надеюсь, видно. Человек, тут нам изображен персонаж, который улыбается. Но вот как раз в этом-то как и заключается как бы ошибка. Мы не должны оставаться в одиночестве. Мы не должны пребывать в какой-то темноте. Вот у нас
такие должны быть больше краски жизни, более солнечные, более теплые. И от какой-то, может быть, истории любви мы не должны отказаться. А если прежняя была со знаком минус, грустная, значит, нужно какие-то итоги подвести для вас за 2024 год. И все равно постараться быть счастливым. Вот конкретно нижний ряд вам все рассказывает. И по верхнему-то ряду посмотрите, рыцарь кубков. Это ведь предложение, это то, что касается области чувств. И даже если для вас в самом начале больше будет где-то вопросов, вот по пятерке пентаклей, как я должен какую-то финансовую проблему для себя решить. Да, вы ее решите, но есть еще и недопонимание, как мы сказали. И важно после какой-то своей грустной истории не сказать себе, что ну, у меня не получилось и на этом точка. Нет, это значит, в чем-то мы ставим точку, а дальше продолжение следует, мои дорогие водолеи. По крайней мере, нам об этом говорят карты. Давайте мы спросим, какие же двери будут передо мной открыты в 2024 году. Какие двери перед водолеями будут открыты в 2024 году. Удивительно. Вы знаете, вот настолько... Сегодня вы, наверное, третий знак, которым выпадает эта карта. А уже тысячи раз перемешала эту колоду. Может быть, на самом деле 2024 год таков, что будут не просто метаморфозы, а какие-то резкие изменения в пространстве, в обществе, в событиях, которые вообще более такого глобального масштаба. Потому что, посмотрите, всегда двойка мечей – это карта выбора, это развилка судьбы. Причем, когда от этого пункта мы не можем быть, словно на двух стульях у нас не получится усидеть. Даже если мы быстро перемещаемся, мы становимся перед фактом, что мы сейчас должны принять какое-то важное решение. И нам изображена монашка, которая открывает дверь, а на пороге, на крыльце, в луже воды и холода плачущий младенец. И она шокирована, она не знает, что с этим делать, она точно такого не ожидала. Она не оставит, конечно, плачущего малыша, она его занесет в дом, это точно. Но кто знает, может быть, она мечтала о материнстве, она всегда мечтала о ребенке, но жизнь сложилась так, что это не получилось сделать. Или прежде это не было возможности что-то осуществить. И здесь как будто по этой карте высшие силы нам предлагают то, о чем мы мечтали когда-то, может быть, в юности, в детстве, из нашей какой-то далекой мечты или тех наших планов и намерений, которые мы могли уже забыть. Мы думали, что это неосуществимо, а здесь вот такой резкий переход или в каком-то совершенно неожиданном варианте для нас могут прийти новые возможности. И мы можем растеряться, потому что мы к этому не готовы. А по сути, совершенно очевидно, какое нужно принимать действие. Мы должны с чем-то согласиться. Но это для нас потребуется как душевные силы, эмоциональный какой-то баланс и, наверное, вспомнить себя, о чем я мечтал. Если мы от чего-то откажемся, ну, наверное, тогда для нас какого-то продолжения дальнейшего нам ведь не говорят, чем закончится эта история. Но, скорее всего, даже пройдя какие-то трудности и сложности, у этой монахини может быть совсем другое качество жизни. Хотя, кто знает, может быть, она отдаст этого малыша на воспитание кому-то. Хотя есть, конечно, такой вариант, что она может и закрыть дверь. Вот от ваших каких-то действий, вот у вас будет такая, как минимум один раз, подобное, да, это же иносказательно, это метафорические карты, но вот что-то подобное в вашей жизни, ну, может быть, выглядит как патовое, а для вас это будут новые возможности. Важно рассмотреть, вот какие двери будут открыты. Двери вы сами как будто откроете и будете решать, беру, не беру, соглашаюсь или нет, иду дальше или возвращаюсь назад. Какие двери будут открыты? Тройка жезлов.
Вы сами как маяк, да? Посмотрите, насколько здесь красноречивая карта. Нам показан человек, который зажигает этот маяк. И даже если этот маяк по какой-то причине потух, он все равно как будто зажигает его. Но, наверное, ваше где-то новаторство, умение увидеть нестандартную любую ситуацию как-то по-своему перед вами откроет новые возможности. Как информация может приходить, так и внезапные какие-то сообразно переменам будут, опять же, для вас какие-то плюсы. Они будут, или вы будете, точнее, мои дорогие водолеи, зависеть и то еще от общей обстановки, где вы находитесь, может быть, от места вашего проживания, от того, как порядок будет отстраиваться или что-то изменяться вокруг вас. Перед вами это будут совершенно новые возможности. И посмотрите, две карты, если мы спросили, какие двери открыты, вы сами открываете одни, а здесь как будто вообще дверей нет, вы сами здесь командуете парадом. Вы сами о себе заявляете, и здесь будет возможность, как стать популярным, как сменить работу, сменить сферу деятельности, изменить свою жизнь вот вообще на 180 градусов. И причем вы ведь сами все контролируете. Начало совершенно новой какого-то этапа жизни. И для кого-то из вас вы не останетесь надолго там, где вы сейчас находитесь. Может быть, обстоятельства вашей жизни вас вынудят принять решение куда-то отправиться. Может быть, первый раз вы туда съездили, как в разведку, а потом вы решите переехать окончательно. Для кого-то из вас то же самое может произойти с работой, а для кого-то это будет переезд по какой-то вашей личной истории любви. И такое тоже может быть. Какие двери откроются? Те, которые вы сами откроете, и те возможности, которые к вам придут. Те, которые вы увидите. Но все в вашей власти. Давайте мы узнаем, что же я смогу осуществить. По этой карте тут действительно мы выбираем. Нам показан персонаж, который камнем, и непонятно, кстати, или он задвигает этот камень, или он наоборот отодвигает. Вот, наверное, как это монахиня. Либо она оставит этого ребенка, либо она его возьмет, либо она его потом отдаст кому-то и, может быть, забудет, либо она сама его будет растить. И красноречиво повторяюсь карта, потому что для монахини ребенок – это совершенно другое качество жизни. Это вообще вся судьба переворачивается. Это совершенно не то, чему она решила посвятить жизнь. И неважно, как будто на сегодняшний момент, что она там мечтала, уже реальность как будто изменилась, а здесь преломление идет еще раз реальности для того, чтобы вы для себя сделали что-то важное, какой-то, видимо, прыжок в будущее, совершенно нетрадиционным способом. Поэтому вот эти самые двери, либо вы их закроете, либо вы их откроете. Семерка жезлов. Давайте, что же я могу осуществить? Все в вашей власти, опять же. Любой проект. Что я еще могу? Да вашу любую мечту вы можете осуществить. Посмотрите, самую высокую по карте звезда, нам говорят, мои дорогие водолеи, наверное, на весь период Плутона до 43-го года. Вот у вас должно быть какое-то, знаете, больше с позиции духовности, каких-то высоких устремлений, как намерения, так и желания. Триумфальная арка. Кто-то из вас станет популярными или может стать им. Может кто-то совершить открытие. Кто-то что-то удивительное может сделать для человечества. Это очень важно. Каждый водолейчик важен, наверное, в это наше сложное время. Просто поверить в себя. По карте звезда нет ничего невозможного. Нам говорят, сияйте как звезда. Но энергии эти достаточно холодные. Они не говорят нам о холодности какой-то прагматичной. Они нам говорят о чем-то высоком, чему мы часто не уделяем внимания, или в заботе о чем-то материальном мы забываем. Для вас будет важно как и возвышенное, так и земное. И, видимо, явить миру вы должны какой-то продукт, нечто среднее, то, что вам одним водолеем видно. Но если мы говорим про вас лично, что я могу осуществить? Да нет предела. Что вы хотите? У вас все получится. Единственное, что от вас придется сделать какой-то выбор. И у вас как будто пространство, у вас будут возможности. Вам судьба будет словно играть на руку. И предоставляя, пусть, может быть, не совсем традиционные варианты,
варианты, но главное, они есть. И увидеть, ухватиться за что-то, может быть, набраться мужества, решиться на что-то, вам будет очень важно в 2024 году. Важно настолько по карте звезда на 10-20 лет вашей жизни. Момент перехода какого-то квантового скачка для вас будет в 2024 году. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы и любимы всегда.